уйду из предпринимательства в отдых на работу. Были хорошие зарплаты. Чуваки, вот там у меня $3 миллиона, там в сумке, в метро, там я еду, знаешь, мужик. Да, ты мужик. Почему Binance ушел из России? Мы не хотим вмешиваться в политику, мы хотим обеспечить свободу денег для там, всех людей на планете. Слушай, при помощи утюга почти отовсюду все забирается. Да? Что ты меня смотришь, улыбаешься? Я не знаю, что с алкоголем, с наркотиками. Мы на руинах свой новый мир построим. Всем привет, это подкаст Angel Talks, подкаст про венчурные инвестиции, стартапы, технологии и все, что около этого. Очередной эпизод. Привет, Ром. Всем привет. Слушай, сегодня у нас... Мне нравится, как называется тема, она такая двоякая. Жизнь после Binance. Это, с одной стороны, как, все знают, да, у нас сегодня Владимир Смеркис, экс-региональный директор Binance, все это на обложке у нас сделано, все это вы знаете. Вот это название дает, с одной стороны, жизнь после Binance Владимира, а с другой стороны, вообще Binance ушел из России, там что-то на него происходит, и жизнь после Binance ухода из России и так далее. Других бирж, да, в целом. Других бирж, да. Владимир был у нас 2 раза, вот эти эпизоды, вы хотите посмотрите, перейдите, посмотрите обязательно те. Он был у нас, когда он не был директором, потом, когда он был директором, сейчас опять, когда он не директор. Мы вернулись. Владимир, давай сразу... Получается, следующий должен, когда Владимир опять будет директор, да? Чего-то нового. Сегодня узнаем, чего. Всегда с большим удовольствием к вам прихожу. Взаимно. Спасибо большое. Мы тоже к себе приходим. Да. В смысле, расскажи, окей, что ты сейчас делаешь? Кем ты сейчас? Что ты делаешь? Слушай, я ушел из Binance, и сейчас последнее время... то есть ко мне, на самом деле, достаточно много всяких разных предложений, вопросов поступало и от бирж-конкурентов, и от стартапов, и какие-то запросы помощи, и все остальное. Я в основном сейчас... те несколько месяцев после того, как я ушел, консультирую стартапы. Это, у меня, знаешь, как делится на 3 части вообще моя деятельность сейчас. Я помогаю стартапам, компаниям сделать что-то, то есть приходят с конкретными запросами, например, я не знаю, это может быть фандрейз, это может быть какая-то go-to-market strategy, с маркетингом помощь, это может быть все, что угодно, да. Если я могу с этим помочь, мы договариваемся об условиях, я помогаю. Называю эту часть консалтинг. Вторая часть, которую я всегда, в принципе, всю жизнь делал, и которую вы, наверное, отчасти тоже пропагандируете, это донесение информации в массы. В моем случае информация про блокчейн-технологии, про технологичные проекты, про людей классных, которые что-то интересное делают. Это вторая часть, медийная. У меня там есть тоже свой небольшой подкастик, есть канальчик в телеге и так далее. И третья часть — это вот то, о чем я сейчас больше всего рефлексирую, это история про свои собственные проекты. Они причем там разного толка. Вот кажется, что в России, во-первых, и в странах СНГ что-то меняется. Вообще, криптоиндустрия, блокчейн-индустрия очень такая изменчивая. Как и я, да, вот вы сказали, что я был у вас сначала, значит, до, потом во время, потом после. В общем, все меняется, и, кажется, здесь много возможностей появляется. И в частности, с уходом Binance, с уходом Binance, да и в целом в криптоиндустрии всегда огромное количество возможностей, потому что многие, знаешь, думают, что вот крипта — это просто трейдинг, а на самом деле здесь куча разных сервисов, куча разных штук появляется. И, в общем, я рефлексирую и, на самом деле, что-то уже активно делаю в этом направлении. Это выясним. Да, 2 момента. Первый момент, я заметил, когда, Владимир, ты был в Binance, ты всегда говорил Binance. По-моему, у вас в корпоративной культуре было записано Binance. Я всегда это объясняю, что, значит, как вот... Это такая Binance, или там я торгую на банане, это как локализованные версии. Так же, как с компанией Nike, да, например, правильно. Nike, да. Мы называем Nike. It's okay. Нет, я к тому, что когда ты вот прям был в должности, у тебя только Binance. Слушай, корпоративная культура, я про это говорю, да. Я немножко, кстати, вот в плане вот названий немножко страдаю, немножко грущу. Грущу, знаешь, по какой части? По тому, что мы там очень много общались на английском языке, там было, я не знаю, по 10-15 звонков разных в день внутри команды и так далее, с разными отделами. И этого, конечно, не хватает. И там мы всегда говорили Binance, как было задумано изначально. Слушай, второй момент я еще не сказал важный, я уже как он подкасте говорил, про твой подкаст «Силиконовая даль», или это передача на радио вообще была? Почему я называю подкаст?
подкастом. Когда я купил себе наушники AirPods первые, я открыл для себя подкаст, и первый подкаст, который я вообще начал слушать, это было «Силиконовые дали». Ты меня ранишь в самое сердечко. Блин, я его ходил гулять каждый день, я его врубал и по несколько эпизодов его просто слушал. Для меня это почти мир подкастов открылся. А я помню, как-то случайно на Ютубе именно наткнулся, где-то у тебя выпуски были уже ютубные, тоже «Силиконовые дали». Рекомендует YouTube. Я что-то подзалип, я смотрел. А потом... Да, извини, пожалуйста. А потом, когда, помнишь, опять Клабхаус, нас многих людей свел Клабхаус. Просто ты запустил какую-то комнатку, я вижу знакомую аватарку, вижу, что там людей немного, думаю, это отличный повод туда вообще заглянуть и познакомиться. Вот. Да. А мы там, кстати, по-моему, начали коммуницировать. Нет, вообще, я поэтому, знаешь, когда я узнал... Все-таки я родился тогда, когда интернета фактически в том виде, в котором он сейчас есть, его не было. И меня до сих пор настолько драйвят технологии, сеть глобальная, ну и там блокчейн, потом поверх всего этого, я просто влюблен, что с нами, с нашими судьбами, с бизнесами вот эта вот технологическая штука делает. По тем же причинам венчурной инвестиции ты всегда чувствуешь себя на острие каких-то технологий вот этих вот. Ты думаешь, И новостей. И новостей. Как вчера. Да, всегда что-то происходит. Что сейчас с силиконовыми далями? Слушай, какая была история? У меня очень интересная история была с моими переездами, с самыми разными, во время того, как я работал в Binance. Я в начале февраля 2022 года поехал в командировку в первую и решил с собой взять семью. Это была командировка в Дубай. Да, в конце февраля. И там, собственно говоря, я встретил начало СВО, ну и решил там остаться на пару недель. Потом в сентябре 2022 года я как-то, знаешь, так не очень хорошо, ну, прям не очень мега позитивно и с вдохновением относился к Турции. Жена говорит, слушай, поехали в Турцию, уже как тяжело летать куда-то с детьми, тем более все есть. Я говорю, ну, ладно, давай поедем. В общем, поехал я туда 1 сентября. Ой, нет, не 1, 7 сентября ровно на 2 недели. И то есть 21 числа я должен был улетать обратно. Это было 21 сентября, начало мобилизации. Я думаю, слушай, дай-ка я там пару-тройку дней посижу. В итоге я в Турции остался на 6 месяцев, на полгода практически. Я так 5 дней или выдержал, извини, в Турции. Это прям... Слушай, у меня гипер сильно изменилось отношение к Турции, да, потому что мы жили в Бодруме, вне сезона, это было просто огромное удовольствие, и так случилось, что, в общем, жена была беременна, это было идеальное место, значит, там самое холодное время, это было 15 градусов тепла. Я к чему? После Турции я вернулся обратно в Москву, и включил свою любимую радиостанцию «Мегаполис FM» 89,5, значит, для того, чтобы послушать, что происходит. В это время я особо подкастов не записывал, потому что я и в Binance работал, много времени занимал, на самом деле, ну и плюс релокация. К вам приходил, да, как-то онлайн, как вы, я не умел делать классные вещи, ну и как-то было мне тяжело это все организовать, лампочек, света, всего не было. Вот, и тут я слышу какая-то музыка такая очень шансонообразная. Я думаю, что как-то, может быть, я перепутал волну. И оказалось, что радиостанция «Мегаполис ФМ» купила европейская медиагруппа, и теперь там радиостанция, которая называется «Калина Красная». И вот тем самым «Силиконовые дали» остались без радиостанции. Но... Вот после Binance как раз я ушел и решил продолжить в YouTube-формате, потому что классный формат. YouTube сам хороший контент подвытаскивает. Тяжело, конечно, бизнесовый контент развивать, получать просмотры и трафик. Очень тяжело. Потому что вас, дорогие зрители, вот интересующихся умными разговорами, классными людьми, такими, как мы все здесь... Мы все здесь. Мало. Вам кошечки и быстрые деньги. А у тебя еще шоу «Криптоны» какое-то было? Это когда ты в Binance работал? Слушай, это когда в Binance работал, меня, конечно, не отпускала идея делать какой-то контент, и мы запустили шоу «Криптоны», сняли несколько эпизодов, и вот только начинали его развивать. Там у нас были классные эпизоды там и с Покрасом, и с Мурадом Османом, который Follow Me Too делал. Ну, в общем, с разными и с другими людьми. Но потом все вот не успело выйти. Я часть контента забрал к себе на канал. Вот. Ну и на этом шоу «Криптоны» закончилось фактически. Классно. Хватит про медийку. Давай к главному вопросу. А что? Во-первых, я даже ничего начать. Как ты туда попал вообще в Binance? А потом почему ты ушел оттуда? Слушай, давай так, немножко возвращаясь назад, попал я
И вообще всегда интересовался высокими технологиями. Там ездил по обменной программе в Штаты еще там в школьное время, заканчивал школу там, и там что-то начал программировать, HTML писать и так далее. В институте что-то развивал. Какие-то свои первые стартапчики делал, небольшие, связанные с тусовками, вечеринками и, в общем, красивыми фотографиями. Но неважно. И мне, конечно, было... всегда интересно что-то новое. Я работал в Мейле, был зам вице-президента в Mail.ru Group, занимался международным развитием. И у меня было несколько агентств диджитальных, которые делали сайты, маркетинг и все остальное. Конечно, про крипту я слышал, ну, что кто-то что-то майнит, что-то происходит, что-то покупают какие-то в сферах... Токены какие-то. Да, монеты какие-то непонятные. Да, монеты и вся вот эта история. И... как раз в это время переход в крипту в целом был связан как раз-таки с медикой. Я вот почему пропагандирую реально, ребят, делайте контент. Если вы хотите что-то, ну, вот, погрузиться в какой-то мир, с кем-то сблизиться, это гиперполезная штука. То есть вы делаете гиперполезную штуку. И я подумал тогда, что я буду тоже делать какую-то гиперполезную штуку. И случилось так совершенно сумбурно. Мне позвонил мой товарищ, который на радиостанции как раз Мегаполис работал, говорит, слушай, им нужно сделать сайт. Соответственно, у них денег нет, они готовы роликами делать. Я говорю, не надо ролики мне на радиостанции, дайте, лучше я буду получасовую программу вести. И в какой-то момент пришел Саша Иванов, это основатель Waves компании, очень мощного, на самом деле, блокчейн-стартапа в свое время. Там он в топ-10 CoinMarketCap входил по капитализации, и все остальное. Очень крутые технологии они делали. И тогда мы погрузились в блокчейн. Тогда я делал свои стартапы. Сейчас немножко так загодя подхожу, как я попал в Binance. Вот делал свои стартапы, мы делали ICO-шки, мы инвестировали в другие ICO-шки. То есть это уже крипто-стартапы были? Да. Вот после, как раз-таки после там, встречи с Сашей Ивановым, такая вот была поворотный эфир, он говорил много непонятных, неизвестных вещей, но мне стало интересно в них разобраться, и мы с партнером начали в эту сторону двигаться. Вот, я делал свои стартапы, потом что-то получилось гиперуспешно, мы там закраудфандили кучу денег, потом в нашем фонде была куча денег. В общем, все было классно. И я зарабатывал, все было гиперхорошо. И периодически мы в России общались с разными, как мы все знаем, там в российских банках 99%, ну, по крайней мере, в топ-10 во всех банках есть там блокчейн-лаборатории, все экспериментируют, все готовятся и к крипторублю, и к разрешению крипты в России, ко всему прочему, что связано с криптоиндустрией. Мне поступали какие-то предложения. Но как-то было неинтересно, не было, знаешь, такого огонька в душе для того, чтобы туда пойти и, значит, работать. Потому что я получал, ну, умел и умею зарабатывать деньги самостоятельно, да, при помощи предпринимательства, при помощи инвестиций и всего остального. Но тогда было отчетливо понятно, как и сейчас до сих пор, на самом деле, в мире, что есть, ну, гиперогромный, значит, игрок, который называется Binance, у которого там подавляющая доля на рынке. И, конечно, я знал Глеба Костарева, который тоже со мной в один день, кстати, ушел, который являлся, ну, вот в момент моего ухода, нашего ухода, он являлся там вице-президентом Binance, отвечал за огромное количество территорий. Он стал моим боссом, он отвечал и за СНГ, и за Восточную Европу, и за Австралию, Новую Зеландию, и за Турцию, При этом он был региональным, ты пришел, ты стал региональным? Ну, то есть он повысился, да, я встал на его место, сначала отвечал за Россию. Да, я вообще узнал где-то в Фейсбуке, по-моему, или в личном разговоре о том, что, слушай, вот собирается Глеб повышаться, и освобождается место, и он ищет кого-то в команду к себе. И это был... Ну, здесь огонек разгорелся, потому что, ну, для меня... Легенда, конечно. А ты без опыта причем туда пригнал? Ну, то есть вот без опыта именно работы в бирже? Не, ну смотри, у меня же был, в принципе, айтишный большой опыт. То есть у меня до этого был, во-первых, про крипту. Был большой достаточно опыт и запуска своих проектов, и фондов, и консалтинга, и всего остального в криптоиндустрии. Опыт в крипте у меня был. До этого у меня корпоративный опыт был достаточно большой. Я был зам вице-президента в достаточно юном возрасте, ну, как там, 20 с чем-то мне лет было, зам вице-президента по созданию там, международного бренда для Mail.ru Group. Это бренд MyCom, который на Западе как бы развивался в свое время. Там в Америке мы открывали офис там, и так далее. У меня и корпоративный опыт был, и криптовый опыт был. Но я
я не знаю, лет 8, наверное, может, 10 до Binance не работал на кого-то, да. Но, в принципе, для меня, у меня был огонь, гиперогонь, и я дико этого хотел. И как, понятно, сейчас это будет звучать как оправдание немножко. Но, слушай, говорю себе, было бы, наверное, круто годик-два поработать. Это точно я понимал, что не было отдыха. Мне кажется, только предприниматели могут так подумать. Уйду из предпринимательства в отдых на работу. Да. Нет, я именно в этом ключе, что, знаешь, после предпринимательства выглядит, когда ты, в найм приходишь, отчасти, как, знаешь, как чуть-чуть отдых, потому что у тебя уже там все по-другому складывается набор задач. Не сказать, потому что я понимал, что в предпринимательстве все-таки ты зависишь от себя. Понятно, что у тебя куча обязательств, куча там... Ты должен каждый месяц там людям платить зарплаты, перед инвесторами, акционерами отвечать за что-то, если ты там, с кем-то это делаешь. Я понимал, что здесь у меня будут обязательства перед третьими людьми, понимаешь, что мне нужно будет приходить на звонки, что мне нужно будет делать отчеты какие-то, да, нужно будет делать руками какие-то вещи, да, то есть, и что у меня будут командировки, да, и поскольку я изначально приходил в Binance управлять Россией, а потом это разрослось до СНГ, что командировки будут не на Мальдивы, как бы в Дубае, а в Бишкек, в Алматы, да, понимаешь, в Тбилиси и так далее. Я объездил все СНГ, тоже гипер классный опыт, чему там, правда, классно. То есть супер людей повстречал везде по СНГ и, в принципе, в мире, и познакомился с мега крутой командой внутренней в Binance. В общем, появилась эта возможность, я ей воспользовался. Мы, наверное, вели переговоры и собеседования всякие разные месяца 4, наверное, да, то есть сначала, Глеб, интересно, до тех пор, пока мне сделали оффер, это прошло месяца 4, то есть мы где-то в середине 2021 года начали эту коммуникацию. Интересно, не знаю, можешь отвечать на этот вопрос, сколько тебе платили? Всегда интересно, сколько платят на таких. Если нельзя. Слушай, на самом деле нельзя, но можем как-то аккуратно к этому... Давай от на какой момент, 10 до 20 тысяч долларов. Еще. Были хорошие зарплаты. И ты не прав. Вот дальше делают... 20 плюс. Это ты сказал. Больше ни о чем. Там все разделялось, есть фиксированная зарплата, есть еще бонусная часть. Мы неправильно просто задали вопрос. Надо все люди. Сколько ты зарабатываешь? В общем, я думаю, что все примерно порядки там поняли. Были хорошие зарплаты. Очень классная, кстати, корпоративная культура, потому что у многих был, знаешь, такой... Многие говорят, там, наверное, китайская прям компания такая, да, а китайский менеджмент не всех гипер радует, да, и не все готовы к нему, да. Недавно встречался с человеком, говорит, слушай, я травмирован работой в китайской компании, это был не Binance. Здесь было реально очень круто. Во-первых, Сизи невероятно крутой. С ним общался? Конечно. И невероятно крутой... Мужик. Пиздата ты мужик. То есть он никогда не требует, знаешь, начиная с того, что он никогда не требует, например, для интервью каких-то подготовленных вопросов, или что-то, говорит, не надо мне ничего делать. Он реально является примером и голосом для индустрии. Знаешь, он может успокоить и может, конечно, много изменений внести в индустрию. Или, так сказать, детонировать изменения, которые происходят. То есть он реально голос индустрии, он реально очень такой стратегический человек, он действительно очень скромный в повседневных каких-то вещах. Понятно, что он миллиардер, один из самых богатых людей мира. И в индустрии уж точно входит во всяческие разные топы. Можно считать его деньги, можно не считать. Но, в общем, он реально крутой. И как он с командой разговаривал, и как он... На чистом русском, когда надо. Да. То есть и на больших встречах, когда такие таунхоллы собирались, когда, знаешь, были тысячи людей на звонках, и когда частные вопросы какие-то решались, и он не действовал как акционер, который, знаешь, что-то разберитесь сами, какие-то такие сложные вопросы, которые менеджменту требовалось его вовлечения, он включался, он был гипер в материале того, что происходит. Это культура же, да, я думаю, больше все-таки... Китайская? Да. То есть это... мне не с чем сравнить, я не работал... Мне просто кажется, что как будто то, что ты рассказываешь, это просто их культурный код.
Да я смотрю просто там... Я слышал разные истории. Алибаба, например, книжку почитать. Джек Ма. Тоже же, там же вот то, что ты сейчас описываешь, практически один в один. Может быть, мне лично не... Как будто бы кажется, что вот оттуда ноги растут. Может быть. Мне не с чем, видишь, сравнить, потому что я... Ну, он, знаешь, он реально такой канадский китаец, правда. То есть он, во-первых, там много времени, он там получал образование и так далее, много времени жил там. Он, мне кажется, в Китае уже меньшую часть своей жизни прожил. Я сейчас буду... Нет, стой, я сейчас буду голосом всех зрителей. Мы поговорили про приход. Давай все-таки, и это все равно душещипательная тема. Почему Binance ушел из России? И почему ты ушел из Binance? Это связано вообще? Нет, это связано, конечно, это связано. То есть ты ушел из Binance? Нет, все, что нам тут делать? Ребята ушли. Расскажу, да, с удовольствием. В этом секретов нет. В принципе, это, на самом деле, плюс-минус под тем или иным градусом в публичном поле находится. Я там могу это разжевать немножко и рассказать. Понятно, что все это связано с санкционной историей и с давлением Соединенных Штатов Америки. Ну, то есть вот есть Соединенные Штаты Америки, есть дела тоже публично доподлинно известны. Есть дела там против CZ в Штатах, есть дела против Binance в Штатах, и плюс сверху ложится вот эта вся санкционная история. И, конечно, знаешь, как бы мне не хотелось, я не считаю это честным, когда Штаты могут решать экстратерриториальные вопросы в других странах. Ну, вот так, знаешь, демократически это, наверное, неправильно. Манипуляция, давление. Да. Но, к сожалению, наверное, в нашем случае, к сожалению, у них все-таки есть рычаги давления на там, фактически любую территорию на Земле, к сожалению. И, конечно, вот это давление склоняло Binance к тому, чтобы и частично или там полностью соблюдать санкции. Да, мы все это помним, когда были ограничения введены на 10 тысяч евро. То есть Америка через Европу как бы, да, вот такие вот делала штуки. 10 тысяч евро ограничения были введены, и пусть они там не на всех сразу распространялись, там бэтчами это все происходило, все равно многие испугались. Знаешь, кстати, как ни странно и прикольно, что испугались и писали об этом больше всего люди, у которых там на депозите там $120, да, условно говоря, понимаешь? А взрослые ребята, парни там не делали. И CZ, на самом деле, там на тему санкционной истории там был большой прям пост, апрельский, по-моему, 22 года. Он говорит, слушайте, это как бы... Ну, мы не хотим вмешиваться в политику, мы хотим обеспечить свободу денег для там, всех людей на планете. Вот, это, там политики пусть сами решают, кто прав, кто виноват. Мы технологический сервис. Ну, по факту он как бы был прав, но реально вот эта рука звездно, значит... Дяди Сэма. Звездно-полосатая, да, дяди Сэма. Она же рука рынка невидимая, как оказалось. Она, знаешь, с мягкого похлопывания по плечу, конечно, уже приближается к шее и на нее надавливает, и становится несколько дискомфортно. И, конечно, грубо говоря, там давление Штатов заставило Binance уйти из России. Из-за того, что Binance большой лидер рынка, потому что другие же биржи сейчас живут, и как бы все равно на нашем поры до времени. Ну, тоже как, понимаешь, это точно до поры до времени. Я на эту тему люблю приводить примеры такие. Вот сначала приходит к Блиновской, а потом уже к ребятам поменьше. Не к тому, что Binance — это инфобизнес или там марафон желаний, хотя для кого-то, возможно, он случился. Но к тому, что сначала идут к большим, потому что, слушай, но в некоторые моменты времени там 70% мирового оборота. Там, сейчас, я думаю, что около половины все равно там остается, да, торгового объема происходит на Binance. Понимаешь, ну, реально. С другой стороны, понимаешь, регуляторам тоже, знаешь, так шашку достать и голову с плеч будет, наверное, тоже, наверное, не очень, потому что там пострадает большое количество людей. Поэтому это, конечно, надо делать аккуратно. Ну вот, да, причина ухода Binance из России, в частности, и вот всех, так сказать, происходящих событий с комиксом и со всем остальным связано с давлением Штатов. Ты что на меня смотришь, улыбаешься? Я вопрос просто думаю, у меня прям льется, я просто спрашиваю, у тебя что-то есть? У меня дофига всего есть. То, что у него дорогие очки, не заставляет тебя спрашивать у него разрешение. Заставляет. Заставляет. Слушай, просто сюда дальше, то есть маленьким биржам, давай тогда подраскроем тему. Тоже, ну, они сейчас... Я думаю, что это каскадно будет история, то есть... Ждать, что еще какие-то начнут хлопаться в России? Это уже, понимаешь, ну, во-первых,
Давай так. Вот представляешь, ты большая биржа, и тебе так немножко кислород сложнее начинает поступать, да, тебе говорят, что делать там и так далее, да. И тут ребята чуть поменьше, свободно себя чувствуют. Ты не скажешь регулятору: ребята, а почему вы на них не смотрите? Наверное, скажешь, как бы, да? Я про юристов Binance. Завуалированно я бы так поступил, и, наверное, кто-то мог так поступить. Я понял. Во-первых. Во-вторых, когда, знаешь, там с этим вроде как решил, на месте американцев теперь я смотрю, да, с этим вроде как решил вопросик, да, и как-то прикрыл кислород, но есть еще куча как бы ребят, которые работают. Ты, конечно, пойдешь к ним, понимаешь? За Блиновской были лерчики, за лерчиками ребят поменьше. То есть к тому, что, конечно, это давление, оно перекинется каскадно с больших на чуть поменьше и так далее. И поэтому... А к чему ведет-то просто тогда? Какой интерес? Это интерес прям просто перекрыть именно движение денег в крипте, и чтобы условно, это же сейчас происходит на конкретной территории. Мы можем... Ты знаешь, кстати, важный момент еще, я думаю, это мое личное предположение, мое личное мнение, никаким образом не имеющее... Инвестиционный совет, как ты сказал. Инвестиционный совет, не имеющее, отношения к мнению компании или каких-то других людей. Просто фантазия. Давайте просто абсолютно... Пофантазируем. Давайте вспомним еще конец 2022 года и историю с FTX. Да? FTX — это крупнейший, была большим игроком. Binance в свое время в нее инвестировал деньги. Там в общем, много разного всего происходило. И у Сэма Сэм — это основатель FTX, SBF его кратко называют. Сэм Бэнкман-Фрид. Значит, у него была... Во-первых, у него были политические амбиции, в Штатах в том числе. Выражалось это в том, что он вел очень понятную для Соединенных Штатов и для западного мира политику. Он поддерживал все время политиков, не знаю, фракции, сенаторов и так далее, пожертвований. То есть такая легитимная история, да. То есть он в этом смысле очень активно действовал, потому что у него были политические амбиции, потому что у него семья была такая. И мое предположение, что, конечно, с происходящим, что то, что произошло с FTX, с крахом FTX, да, в чем многие обвиняют CZ. Но CZ, знаешь, если уж обвинять его, то он, наверное... Просто не мешал. Просто не мешал, но где-то, может быть, был детонатором этой истории, знаешь. То есть суть того, что Сэм использовал клиентские средства или, возможно, давал возможность Alameda Research, это компания, которая занимается маркетмейкингом, торговать, шортить и лонговать, без ликвидаций, к примеру, предположим так. И знаю, куда пойдет график. Это, конечно, было неправильно. Но если кто-то там подраскрыл этот нарыв, да, то это мог быть CZ. Так вот, к чему я говорю? Что, возможно, те сенаторы, американские политики немножко крахом FTX тоже могли быть расстроены. И, конечно, это могло повлиять на их отношения к Binance, в том числе. Это такая... Теория заговора. Теория Просто заговора, я на конференции тоже от одного из ребят, кто присутствовал грубо говоря, в зоне досягаемости чуть ли не Сэма и ближних лиц, рассказывали, что Сэм просто в этот момент кукухой поехал, а FTX мог на самом деле спасти. А не спас просто потому, что выбило чувака, и он просто в наркоту и алкоголь ушел, а по факту мог вытянуть компанию. Давай так. Еще одна теория заговора по поводу FTX, раз уж мы в эту тему немножко погрузились. Я думаю, что... Я не знаю, что с алкоголем, с наркотиками, не будем... Что это вообще такое? Не буду наговаривать, да, какие-то, в общем, не вещества. Употребляйте. Я думаю, что мое предположение, что он мог немножечко сторчаться нахрен. То есть он мог немножечко потерять свое отношение правильное к риску, да? Знаешь, самоуверенность. Да. Бог.
знаешь, такой пример, когда люди, там, я не знаю, первые там 500 000 рублей или 1 000 000 рублей заработали, я не знаю, там, в юном возрасте, они такие, так вот аккуратненько, а как же поехать, может быть, там, к старших товарищей вместе с ним. А потом, знаешь, когда начинаешь зарабатывать кучу денег, это просто примеры из жизни, из моей, да, чуваки, вот там у меня $3 миллиона, там, в сумке, в метро, там, я еду, знаешь, уже теряют страх, да. И, возможно, мы понимаем, что Alameda, на самом деле, вот компания, с которой начал Сэм, это манипулятор рынка. То есть, что делал Alameda? Это маркетмейкер, который дампил, ну, грубо говоря, да, всякие разные монеты, благодаря своему размеру мог ими манипулировать. Впоследствии, возможно, это моя теория заговора, он мог использовать площадку FTX для того, чтобы делать это на этой площадке. Да? И когда, знаешь, это как у меня в школе, да, ты такой в школе сидишь, там в 9 классе, думаешь, вот, слушай, вырасту, $1000 в месяц буду зарабатывать, и шоколадница мне, значит, позволено, и в кино 2 раза в неделю, да, смогу пойти, и куплю не 1 розочку, а 3 девушки любимые, да. А потом, ну, все мало и мало, как-то вот антилопа там, да, еще, как бы слова довольно не хватает, да, понимаешь? И я думаю, что вот размер и риск этих манипуляций, которые, в моем подозрении, Alameda могла делать на FTX, он вот здесь мог немножко потеряться, понимаешь? И он хотел зарабатывать манипулятивно, Alameda хотела зарабатывать манипулятивно еще и еще, и здесь они могли, конечно, уйти там в глубокий минус, условно говоря, да, и могли отыграться. Действительно, про спасение FTX могли отыграться. Могли и не отыграться, да. И я не думаю, знаешь, что там было прямо такие... Слушай, сколько клиентов нам занесли? Там 6 ярдов? Ну да, 4 там перенесем и будем покупать себе там самолеты-пароходы. Они просто на эти деньги могли торговать высоко рисково. Вот в этом кукуха могла потенциально у Сэма поехать. Слушай, мы заговорили за биржу, что регуляция, они ушли. Вот эта вот история, я у тебя читал посты в Фейсбуке, даже их в наш каналчик перепощивался, там, скриншотил, про биржу, которая якобы купила все активы Binance. Ну, как бы весь рынок, естественно, думает, что это не она купила, никому неизвестная биржа, а просто Binance сделала выплывок. Я могу, знаешь, вот будет правильно, наверное, по отношению к предыдущему работодателю, вместе подумать над тем, что происходит. Давай, я с удовольствием подумаю. Вот, а каждый сделает выводы свои. Да. Очень быстро появилась биржа ниоткуда. Да. Ребят, очень много сотрудников Binance, собственно, там. Да. Ну, Сизи об этом прямо, кстати, говорил, что сотрудники будут переведены. Мои бывшие коллеги, которые со мной работали, они тоже там туда перешли, и вот они появились. Дизайн, как у Binance. На что Сизи сказал, ну, так что удобно просто. Я попросил ребят. Не, ну, Binance, кстати говоря, был такой продукт, который сейчас, по-моему, перестает действовать, который называется Binance Cloud. Это white label биржа. Да, то есть любая организация в там, любой точке мира могла купить софт, который обслуживается Binance. Где-то можно было использовать общий стакан, где-то нельзя использовать общий стакан и так далее. Ну, то есть эта история, как бы, знаешь, таких вот гиперподозрений как бы не вызывает. Нету публичного, как бы, акционера-фаундера этой истории. Да? Ну, то есть какая-то компания, там есть в соглашении пользовательском значит, отсылки, да, как конкретно с какой компанией ты подписываешь эти terms and conditions, условия там и так далее. Вот здесь... Но ответственных нет, да? Есть ответственная компания. Ну да, вот меня бы как пользователя, как игрока рынка, эта история заставила как-то задуматься и, так сказать, размышлять. Да? И вопросы задавали, они потом по порядку на них ответили очень интересным образом. На них ответили. Ну вот так вот, что вы хотели, условно. Ну то есть я согласен, что в публичном поле история очень странно выглядит. Очень неоднозначная, как бы, да. И понятно, что были разные размышления после там санкционного давления и так далее, как действовать, как бы, да. Но этой историей точно я не занимался комиксом. Комиксом? Да. Комикс? Да. И, соответственно, вот она появилась, это решение действительно было принято достаточно оперативно и быстро. Да? То есть над теми планами, которые мы размышляли, как может быть в дальнейшем, там были конфигурации совершенно другие. Как бы, да? То есть тоже будет, наверное, неправильно рассказывать там подробности какие-то, но, в общем, выводы нужно сделать самостоятельно, я думаю. Но, с другой стороны, если то, как вы подозреваете, все произошло, может быть и неплохо. Не, ну точно никаких претензий в целом к этому нет. Мне интересно тут больше, знаешь, вопрос. С пользователями ли
все это перешло? Потому что борьба-то идет за пользователей. Ну, скорее всего, просто кабину взять это не проблема, ее ты можешь найти в iTwable. Смотри, да. Было заявление, это, кстати, публичная история о том, что... И это сейчас происходит. Во-первых, если ты заходишь в некоторые продукты Binance, да, как там, россиянин, допустим, у тебя там есть рекомендация, переходите на Comex там, и так далее. Вот сейчас, буквально недавно до записи этого эфира, Binance заявил о том, что прекращает поддерживать рублевые пары. На Comex эти рублевые пары будут. Ну, то есть рубль к биткоину, там, эфир к биткоину и так далее. Потому что на Binance эти рублевые пары, они были. Я думаю, что эта история будет длиться, ну, это, в принципе, так и заявлялось, на самом деле, будет длиться около года. Вот прошло уже сколько там, 1,5 месяца, наверное, ну, плюс-минус, да, к моменту выхода, может быть, чуть больше нашего эфира. И пользователи будут мигрировать с Binance на Comex. Вопрос большой, знаешь, какой? Вот в пользовательском доверии. Потому что, ну, наверное, траст в криптоиндустрии, доверие к чему-то, оно является, ну, самым ключевым, да. И когда у тебя сначала были вынужденно введены ограничения 10 тысяч евро, потом они были сняты, потом, ну, мы, по крайней мере, действительно до самого последнего момента боролись, чтобы Binance оставался в России, Binance никуда не уходил, потому что российский рынок, вот недавно вышло тоже исследование, Россия реально занимает до хрена объема в криптопространстве. Переваживать 30-40%. Официально, я думаю, что процентов там 15-20, но нужно понимать, что там многие россияне или российские компании действуют из западных юрисдикций. То есть как их считать, например, если там россияне открыли компанию на Кайманах, а оттуда торгуют. Это как бы мы к России эти объемы причисляем или все-таки Кайманам, да? Поэтому, ну, наверное, ну, много, правда, очень много. Понятно, что есть там китайцы, которые все равно торгуют в целом в криптоиндустрии. Очень много тоже, да. Но Россия, СНГ достаточно большие. И все, что происходит... Вообще, знаете, как для крипты, чем ну, вот плохая геополитическая, экономическая ситуация является очень плодородной почвой. Ну вот, я не знаю, опять-таки, геополитики не будем, там у нас все-таки не политический эфир, а давайте посмотрим там на экономическую ситуацию с Турцией, например. Я не знаю, вы наверняка куда-то летаете, и наверняка летаете через Стамбул, вы видите везде вывески, там BTC Turk, на каждом кармане выход в самолет, не просто так. В Турции у Binance, например, вот такой просто рост по количеству пользователей, по торговым объемам. При этом там местные биржи неплохие вообще, да, давно существующие. Paribou, BTC Turk, да. Там и многие другие конкуренты тоже активно развиваются. Но и у Binance просто огромный рост как бы по пользователям. Инфляция 80% делает свое дело. Ну да. Здесь в России у нас по разным обстоятельствам, я не говорю про Binance конкретно, но в принципе уровень криптоадопшена вырос существенно. Начиная от того, что люди, кто-то переехал, кто-то едет путешествовать, им нужен кэш, как бы, да, в другой стране они могут пополнить, купить криптоактивы любые и там поменять на наличные, да, заканчивая все истории с внешнеэкономической деятельностью, заканчивая инвестиционной деятельностью, покупкой недвижки в Дубае там, ну, и везде там и так далее. Да. Поэтому, конечно, геополитическая плохая ситуация, экономическая плохая ситуация в любых точках мира — это гиперрост. То же самое с Африкой. С Африкой тоже на самом деле очень крипто-адопшн растет там с каждым годом, количество юзеров увеличивается. Единственное, что ну, в Африке денег немного. То есть там чеки и объемы, они относительно небольшие у пользователей, да, там, по сравнению с той же самой Россией. Поэтому я в нашу территорию, в Россию конкретно, в СНГ гиперверю, но учитывая то, что мы обсуждали, вот это давление там европейцев, американцев и так далее. Знаете, как у всех были очень хорошие ожидания и хорошие намерения, да, идя в регуляцию. Вот Binance много всего сделал. В Binance там было 18 лицензий и разрешений в разных странах мира. Была идея какая? Мы пойдем с государствами договариваться, государства ведут лицензии. Когда государства ведут лицензии, банки смогут давать людям возможность покупать и продавать крипту безболезненно, очень быстро. Ну, это такая монополия же, по сути. Ты когда большой крупный игрок, получаешь лицензию, ну, и для других всем игроков, остальным сложнее сразу жить. Ну почему? И другим игрокам, это может быть там в Казахстане, например, там Binance получил
получил лицензию первым, мы получали лицензию первыми, а там потом пришел Bybit, да, ну, как бы классно, если они там маркетируют крипту, в принципе, в широкие массы населения, и мы маркетируем, у нас общая поляна становится больше, да, да, окей, там от твоего пирожка чуть-чуть отъедают, но просто пирог громаднее становится, понимаешь? Вот, и... Блин, забыл. Зато у меня ты про Bybit сказал, сразу крутится тут вопрос к тебе. Знаете ли вы про другие биржи какие-то, которые ведут себя нелицеприятно? Меня тут недавно добавили в чатик. Артем, привет. Ребята занимаются тем, что в промышленных масштабах занимаются тем, что организовывают трафик пользователей на биржу. И я обычно, редко читаю, тут что-то зашел, просто почитал, что они там внутрянку у себя пишут. И один из ребяток, тоже достаточно известный блогер, не буду называть, говорит, Bybit мы посчитали, то есть они на комиссиях живут от пользователей, примерно на 80-90% наеживают просто вот в наглую. С Bybit'ом типа начали связываться, почему так? Они говорят, ну у нас там типа маркетмейкеры, технические, и да, мы маркетмейкерам как бы платим. Я отвечу это вам, здесь... но нигде не фигурирует, и в отчетах, которые они получают, тоже не фигурирует, куда там что, где деньги уходят. Я тебе расскажу на самом деле. Это даже не только насчет этой истории, мы сейчас к ней вернемся. Это знаешь как... Помнишь, американские все вот эти рекламные кампании, когда там один производитель коричневой газированной воды, значит, как-то... Моей любимой воды. Да. Значит, плохо или как-то там с подъеживанием относится к другому производителю. Ага. Или марки автомобилей, когда, да, там друг друга подъеживают. Или бургерные две друг с другом воюют. Да, вот это как бы этично или не этично. У нас там в России там это запрещено делать, да, у них там разрешено. Это первая часть, которая была. Конечно, например, в плане этики, и это Наверное, больше про доверие. Это междубиржевую историю. Сначала хочу с этого начать. Конечно, когда там вводятся ограничения, например, 10 тысяч евро на Binance, и Bybit выпускает рекламную кампанию. Ребята, даем всем $100, кто от 10 тысяч евро к нам занесет там сегодня. Ну, как бы, слушай, хорошо. Да, креативный подход. Неплохо. Я бы сказал, что это it's okay, да, как бы мне вот нравятся эти ситуативные штуки, которые делают там, да, ребята из Авиасейлс не спонсор у нас еще? Еще нет, к сожалению. Авиасейлс, свяжитесь с нами. Вы же, блин, у всех рекламу покупаете. Вообще, блядь, у всех. Да. Почему не у нас? Ну, вот как, знаешь, они тоже ситуативно очень часто Они, да, круто они реагируют. Это вообще как бы пик маркетинга, очень офигенно вирально и круто. Лучше визиты никто не умеет, мне кажется, делать. Тоже, да. Я обожаю это. Вот это как бы первая часть, как биржи там друг с другом делают. Ну, такое, к этому по-разному можно относиться. У меня ребята тоже занимаются арбитражом трафика, рефералками с биржами там, и так далее. Тоже жалуются на подобную историю. Я хочу сказать, что... Да, это так. Точка. Ребят, стакан, это крипта. Я хочу сказать, что крипто-торговля, она, ну, во-первых, достаточно молодая, то есть технологически тяжело ее сделать, да, и я не исключаю, что часть того, что они заявляют, что у них там были технические сбои или неправильно что-то посчиталось внутри личного кабинета, может быть, как бы правдой, да. Ну, 80-90%. Я не могу утверждать. Тут 80-90 до хрена звучит, согласен. Да, там потому что человек поработал в корпоративной культуре, а так аккуратненько. 80-90, конечно, до хрена звучит. Во-вторых, давайте так. Внутренний маркетмейкинг, например, да, когда... Что это такое? Когда, например, у какой-то биржи есть аффилированная или не аффилированная, но очень близкая какая-то компания, которая Мурзилки, занимается... как Волк с Уолл-стрит. Мурзилки, да, которая, значит, имеет какое-то преимущество, например, в виде скорости, могут делать какие-то условные там фронт-раны для того, чтобы поддерживать объем или как-то им манипулировать и так далее. Есть ли такое? Я думаю, что на каких-то биржах эта история точно есть. Ты прям вопрос задал, который хочешь спросить. Манипулируете? Ну, смотри, кстати, вот Биржи. относительно реально, знаешь, защиты каких-то сенситивных, очень важных вещей там в Binance было очень строго. То есть к вопросам там какого-то внутреннего потенциального там маркетмейкинга, например, или листинга реально был, ну, практически отсутствовал доступ. Как бы, потому что это реально сенситивные вещи. Если вдруг ты внешний маркетмейкер, да, и хочешь воспользоваться какими-то там уязвимостями или возможностями рынка, и хочешь как бы объегорить либо биржу, либо трейдеров, либо ритейл, который на ней торгует, как бы если ты имеешь доступ к людям, которые внутри этим занимаются, у тебя как бы карт-бланш, понимаешь? Поэтому, конечно, для бирж
там главы трейдинговых отделов и вот те, кто управляет объемами, да, как-то могут на них влиять, алгоритмы защиты и все остальное стоит. Это было реально, ну, супер прочная, надежная стена, которая не позволяла это делать. То же самое с листингом. Мы понимаем, знаешь, у Глеба, кстати, было интересно, могу об этом сказать, потому что он публично об этом рассказывал в своем Фейсбуке. Его, значит, школьный какой-то товарищ, знакомый, Глеб какое-то время живет там, ну, работал за границей, он ходил, значит, по российскому рынку и говорил, что, слушай, вот смотри, фотография детская, я там с Глебом, да, сижу, значит, Глеб мне рассказывает о том, что когда и кто будет листиться. Вот прямо здесь, на этой фотографии. Еще тогда. Видишь, у него как-то, да, Пепе, как будто бы выражение лица, да. Давай, ну, там, $1 сделаем, заранее там все красиво организуем, как бы, ну и все, Глеб скажет, там, я не знаю, 17 или 19, а мы там все... Несите вот туда, да? Да. Понимаешь, ну, не было у Глеба, ну, я не знаю, мы достаточно близко общаемся, и у меня информация там о датах листингов каких-то заранее. У нас подкаст был с директором Binance, когда он был директором Binance, да. Понимаешь, да? Да. Какие мы хорошие люди. Ну, реально, куча предложений. Кошмар. Володь, ну какой-то инсайтик-то все-таки есть. Ну, давай что-нибудь сделаем. По-братски. Слушай, был бы инсайт, зачем бы я с вами делился этим, брал, да, сам бы что-то там манипулировал, но реально как бы в этом смысле у больших игроков, ну это, то есть, может сильно им навредить. То есть реально должны об этом знать, там, не знаю, 2-3 человека в компании, как бы, да, и ребята, и маркетмейкеры, и руководители трейдинговых отделов, и листинговых отделов должны быть гиперзащищены. В принципе, так и было всегда. Я только сейчас понял, что он так отвечает, в принципе, получается, у него был сигнал, просто он ни с кем не делился. Понял, да? К сожалению. Слушай, я что хотел спросить, раз вы затронули биржи, Камекс и так далее. Мы с тобой еще говорили до эфира про это и так далее, про то, что куда сейчас будет развиваться вообще биржа. То есть ты говорил, что будет больше именно локальных открываться историй. Я думаю, что да. То есть это будет антиглобализация, раздробление? Я думаю, да. Может быть, знаешь, там... Смотрите, есть к большим игрокам претензии, вопросы и возможность манипулировать, да, то есть когда ты большой, и там, я не знаю, и в Бангладеше к тебе и в Бангладеш хочет торговать, и во Франции, и в Америке, и в Канаде, там, и так далее, тебе можно сказать, слушай, в Канаде так не делай, или там уходи из Бангладеша, или из Ирана, или там из России. То есть тобой легко как бы манипулировать. Я думаю, что, конечно, эти манипуляции будут усиливаться, да, потому что все государства, все регуляторы уже давно поняли, что история... интересное, что все-таки пахнет ETF, большими деньгами и ETF. Ну, не отверти. Я думаю, что в плане ETF, там, на биткоин в Штатах, это вопрос решенный, вопрос времени. Как бы, знаешь, что очень как-то хочется посопротивляться и все остальное. Да, поломаться. Но это вопрос, я думаю, что там произойдет. Что, кстати, огромные перспективы для крипторынка, его капитализации как бы нам несет. В связи с этим я забыл изначальный вопрос тоже. Про раздробление биржи, да? Все. И в связи с этим я думаю, что огромные перспективы появляются у локальных площадок, локальных бирж. Есть примеры... Прям независимых, не отпочкованных от этих все-таки. Да, потому что, знаешь, отпочкованным у тебя должно быть, как говорят за рубежом, feet on the ground. То есть ты должен как-то быть сильно локально представлен, понимаешь? В плане GR, в плане понимания пользователей. Да, ты можешь нанять там 10 человек, как бы локальных чуваков. Но когда там менеджмент, акционеры как бы не понимают реалии рынка, ну, тяжело как бы все равно этим управлять. Примеры этому уже есть. Я не знаю, можно ли в рамках эфира это говорить или нет. Есть ребята такие, которые называются WhiteBit. Ребята из Украины. Они начали в Украине, начали там Восточной Европой заниматься, в Грузии у них там купили уже какой-то, значит, эквайринг, карточный процессинг, там что-то еще, уже у них там существенные объемы там и так далее. Большая перспектива. Там в России я знаю сейчас, что есть там 3, 4, 5 игроков, которые в эту сторону смотрят. Тут публично об этом заявляют, такие как Санкт-Петербургская биржа. Кто-то, значит, были площадки маленькие, которые пытаются развиться. Были площадки, которые созданы были в 2018 году, которые сейчас хотят вернуться, потому что пахнет булранчиком. У нас товарищ занимается, кстати, биржей. Товарищ занимается. Видишь, ну, очень хорошо, как бы, да. Я думаю, что вот это распределение среди локальных... И пользовательская сторона, да.
Типа, ну, зарубежная биржа, она вот будет подвержена кому-то. Особенно в нашей географии, да. Кто-то что-то там запретит, какие-то ограничения внесет. С локальным игроком как-то все попроще, все попонятнее. У локального игрока есть возможность сделать там фиатные каналы, чтобы там из условного Сбербанка, Альфа-банка, Тинькова, там, ВТБ и так далее можно было бы... Ну, это вот как ты сейчас на примере с банками и сказал. То есть будет там 3-5 игроков топовых, которые большую часть пользователей на себя заберут, и будут маленькие всякие, как вот банки, которые чуть ли не на уровне города они живут, да, и все, и в рамках города Привет, работают. Уралсиб. Да. Да, Хлынов, вот у меня в городе, там, банк тоже, мне кажется, как? Хлынов называется. Банк называется Хлынов? Хлынов. Отличный город. Ну, это название города было. Вятка, Хлынов, Киров. И вот Хлынов... Поэтому я думаю, что вот у локальных площадок перспективы, они могут по-разному себя видеть в плане географической экспансии. Мне кажется, гиперинтересная история там с БРИКСом, с странами БРИКС, с глобальным югом, да, там и с Турцией, и с Вьетнамом, и с Бангладешем, Шри-Ланка, в Индию Индия. ломанулся, Абсолютно. там, в Африку. Слушай, тоже что-то я прям смотрю туда, прям вот дешевый продукт на массовую аудиторию. Гиперкрутые рынки. И я думаю, что сейчас борьба будет в этой истории. Не исключено, что придет какой-нибудь Binance Labs или OKEX Labs, проинвестирует, пытается сагрегировать как-то аккуратненько. OKEX. Да, и какие-то фонды будут в этом развиваться. Кто-то там каких-то географий боится, кто-то каких-то географий не боится. Поэтому я думаю, что здесь огромные сейчас перспективы в плане развития локальных площадок. Все-таки мы верим в булран еще, и это должно в этом смысле очень сильно помочь. А такой вопрос, наверное, нет, но все-таки не подстегнет ли эта вся история с биржами переход в децентрализацию, в децентрализованные кошельки? Я думаю, что DeFi и DEX будут 100% развиваться. Я TVT держу. Вот. Очень хорошо. Не финансовая Кстати, мне кажется, да, очень прикольный продукт. Будет 100% развиваться. И знаешь как, мы не уйдем от сексов, будет гибридная история. Во-первых, сейчас мы видим уже появление некоторых гибридных продуктов, площадок. Сейчас расскажу, как это примерно может выглядеть. Ну и в целом даже термин есть такой. CDFI. Централизованные финансы. Ну то есть, проще говоря... Бисексуалы. Да. Проще говоря, ты думаешь, что ты в DeFi, никто про тебя ничего не знает, а про тебя все знают. Я могу, не обязательно. Я могу пример привести, как это вот на практике, что это магические слова, там, из словарика Германа Грефа, как я называть, что они могут значить. Централизованная биржа, что это такое? Это так называемый, сердце ее, как в машине мотор, есть matching engine, то есть механизм схлопывания сделок. Как бы, да, централизованный, написанный софт централизованный. На децентрализованных площадках это делает, условно говоря, там смарт-контракт. Да? CDFI может выглядеть следующим образом. Будет централизованный matching engine, то есть движок, да, который схлопывает сделки, помогает схлопывать сделки. А хранение, например, средств будет оставаться на пользовательских кошельках. То есть мы с вами подключились к бирже, сделка произошла как при помощи... Это, то есть, больше, прости, что перебил, это не про обезличивание пользователя, это больше про то, что вот как наличка дома у тебя в сейфе деньги лежат. То есть они у тебя дома перед тобой, и, в принципе, если тебе не вломиться, то у тебя их не заблокируют, да, в сейфе твою наличку. Да. Но при этом во время сделки ты как бы их вынул, быстренько передал. Да. То есть, это относительно хранения, потому что тоже большой вопрос, типа, как хранятся... В чем, знаешь, как по DeFi, в чем одно из преимуществ? И что там бояться централизованных бирж? Вот я принесу на Bybit или на OKEX или на Binance как бы свои там $100 тысяч или 100 тысяч рублей, например, а они их заблокируют, и это все как в банках, не твои ключи, не твои деньги, да, вот вся вот эта история. То есть хранение — большая часть переживаний и преимуществ децентрализованных финансов. В этом смысле хранение остается у тебя на твоем кошелечке с твоими сид-фразами и так далее, которые при помощи утюга или молотка забираются. Но, кстати, тоже риск такой есть, надо как-то его... Слушай, при помощи утюга почти отовсюду все забирается, давай так. А магический паяльник творит чудеса. Вот, вот... Ты представил, что ли? Такого рода решения, я думаю, что гибридного характера будут развиваться. На DEX есть еще там много технологических, например, невозможных вещей, которые на обычном рынке существуют. Например, там high-frequency trading, то есть высокочастотная торговля. То есть там, когда ты в секунду делаешь, там, я не знаю, десяток, сотню там сделок, условно, да?
тоже будет история развиваться. Поэтому я думаю, что мы увидим новое обличие разных видов бирж, торговых Еще за пару штук. буранов, да, мы все-таки доточим технологию. Какой Точно. И DeFi, и вот гибридные штуки, я больше верю в гибридные истории, но и DeFi, и гибридные штуки будут точно развиваться, мы увидим такие вот новые симбиозы, новые всякие разные приколюхи. Ну, тебя сейчас хочется спросить, когда своя биржа? Прям напрашивается. Слушай, я на самом деле в эту историю копаю. Мы смотрим там технологические решения, технологические команды, которые должны, которые могут эту историю собрать. И... А я знаю, кто. Нам недавно рассказали. Слушай, мы общались на самом деле с порядком 12 решениями. Вот один из решений, видимо, нам рассказал. Возможно. Мне кажется, мы все посмотрели, что есть. Вот, там есть какие-то финалисты, потому что там писать свою, условно говоря, с самого нуля — это долгий процесс, хочется быстрее выйти на рынок. Я, знаешь, так ради интереса, чтобы почувствовать вообще, как на это смотрят инвесторы, потому что, на свою биржу нужно много денег. Там большая часть идет в маркетинг, какая-то часть идет в тех, в команду нужно собирать очень хорошую. Если что, нас амбассадорами, с самым жирным процентом. Повышенная Самым лучшим. 100%. 100% я всегда плачу. Значит, и ты знаешь, на удивление, и российские большие компании, и западные, там в большей степени азиатские, например, фонды, я не слышал, что идея локальной площадки плохая. Угу. То есть как будто бы интерес есть, такие, я не могу назвать это софт-коммитами, как в вашем венчурном. Это не является, на самом деле, как бы больше просто твоей наработкой и твоим брендом уже, твоим именем? Что ты же взаимодействуешь, наверное, да? Я думаю, что все вместе, конечно. То есть я думаю, что там твой бэкграунд, мой бэкграунд, там еще акционеров, нет, просто представь, приходит чувак, который никогда не делал биржу, приходит директор Binance, экс-директор Binance, естественно. Да. Если я, знаешь, может быть, сейчас приду и скажу, давайте классные неоновые палки делать со стразами за $1,5 миллиона штука, мне, наверное, могли бы найти смелость сказать, что, Володь, идея говно. Естественно. Но, конечно, value, менеджмента, конечно, добавляется. Слушай, я думаю, что там... А на задачу сделать неоновые... Вот Павлу Дурову, может быть, про неоновые палки со стразами, может быть, скажут хорошо. Непонятно что, но по-любому полетит. Держи деньги, просто потому что... Не, слушай, вот эта вот репутационная плюс опытная часть, конечно, added value делать. Ты знаешь, как самый простой пример, были бы у Сергея очки без белых букв, да, смотрелись бы они так ярко, сексуально, и стоили бы они тех сотен или тысяч евро, сколько он за них заплатил. А во-вторых, вы же любите хейт писать про эти очки, пожалуйста, напишите еще какой-нибудь классный, смешно, изобретательный. Да. Но опять, не устаю говорить, по этим очкам меня реально узнают, просто подходят, говорят, мы смотрим, да. Потому что там 2 талантливых парня, фамилии которых красуются... На 3-м талантливом парне. На 3-м талантливом парне. Они, конечно, дополнительную ценность и надежду на то, что продукт не развалится во время эфира, дают. Пока 4-й талантливый парень рассказывает про это все. Ладно. Да. А что я говорил? Я все еще тогда возвращаю к вопросу. То есть у вас это сейчас на уровне, вы просто прощупываете почву с биржи, или это уже, больше вернуться к тебе, как к личности сейчас, как к фаундеру или не фаундеру? То есть ты сейчас уже все конкретно, то есть туда вектор. Когда airdrop? Создать, привлечь деньги, то есть уже есть, не знаю, пользователи первые или еще что-то. Знаешь как, мы точно решили делать зачатие этого ребенка. А там же пойдет. Уже прошли, значит... все анализы? Анализы. По анализам все нормально. Ага. Уже можно... Рыбий жир каждое утро принимаем. Курить бросили? Да, значит, сняли трусики практически. И в процессе, понимаешь, пока беременность и ХГЧ невысокие и не зафиксированы, но мы серьезно намерены эту историю рассмотреть. Трахнуть это трое. Простите. Так рассмотрели ли вы все-таки делаете? Не рассмотрели, уже все, уже заходим. Сняли. Все уже сняли, да. Но пока нельзя, я бы не мог себя назвать, знаешь, что я фаундер уже новой площадки. Понимаешь, эта история же про стартап, она может в любой момент
развалиться, и в любой момент может не случиться. Но я, знаешь, в текущую точку времени... В текущую точку зрения мы туда вот идем с чемоданчиками. С спущенными трусиками. И на каком у вас этапе вы привлекаете туда деньги или уже... Мы общаемся, да, с акционерами, потому что тоже важная часть. Мы понимаем, как функционирует наша любимая родина, и здесь важно выбрать правильных партнеров, друзей, партнеров, топ-менеджмент тоже. Я там это делаю не один, не уверен, там, что второй человек хочет об этом говорить пока что или не хочет. В общем, там партнеры собраны, мы смотрим на людей, которые могут занять важные позиции там, в топ-менеджменте, условно говоря, или в initial команде, в core команде будет правильный топ-менеджмент, как пафосно пока звучит в стартапе из ничего, да, условно говоря, пока что. Вот. Вот как-то в такой стадии. Плюс общение с инвесторами, и у нас там достаточно неплохие в этом смысле результаты. Много приходится ходить сейчас по баням, чтобы все эти правильных партнеров набирать? Слушай... Или уже так не работает? Встречи, общение, бани, мне кажется, да, как-то уже так... Сейчас сауна, банный комплекс. Спа, wellness-центры. Спа-салоны. Нет, такого нет. В принципе, знаешь, там я еще и до Binance был достаточно так погружен в и венчурную, инвестиционную индустрию, и тем более там блокчейн-индустрию. В принципе, там сложности, знаешь, как-то объяснить, кто я и что мы делаем, и зачем ее нет. Но да, много, на самом деле, очень общения происходит там в данный этап времени. Так, нам надо что-то придумать сейчас по конкурсу, потому что надо что-то подарить за что-нибудь людям. Так вот он тебя нормально сразу подвел. Хотелось бы подарить какой-то софт на будущий токен биржи. Шучу, конечно. Это нам. Поехали. Какой подарок? Слушай, ты знаешь, вот поскольку много проектов обращается с разными запросами и вопросами, я подумал, что можно совместить приятное с полезным, и я с удовольствием в какое-то дымное и вкусное место кальянную, короче. В лаунж. Лаунж-пространство. Кстати, у моих друзей классно есть пространство. Не будем его называть. Давай назовем. Просто вчера у нас было такое заседание закрытого сообщества. Я, кстати, делаю такое сообщество в месте, которое называется Монтера. Монтера в Москве. Очень классное место. И я приглашу на ужин с кальяном, с дымным аппаратом, если вы захотите вдруг вырезать, с дымным аппаратом и с дымным блюдом любого человека, который что должен сделать. А вот, да, что он должен сделать? Вопрос задать какой-нибудь. Может быть, рекомендацию по бирже для тебя написать. Слушайте, вот, кстати, до сих пор нет названия. Вот. Нет названия. Это прикольно. Но смотрите, сразу расскажу. Сразу скажу, что это не... То есть планы не делать только там российскую историю, но еще идти на развивающиеся рынки. То есть оно должно быть более-менее международным, оно должно быть коротким, звучным, классным. Предложите классное название. Ну что, ребята, это на самом деле очень крутой челлендж, да. Я тоже поучаствую. Я вообще обещаю во всех конкурсах. А можно еще воспользоваться тогда? Да, конечно. Пользуйся. Сказать, что плюс 5 баллов к шансам добавляет подписка на мой телеграм-канал. 100%. Да, он будет в описании, точно найдете. Ну и вам в любом случае подпишитесь, вам же нужно будет узнать еще где-то когда-то потом. Тогда и на наш канал подписывайтесь, все тоже в описании. Да, тоже добавляет плюс 5 баллов к шансам. И на запрещенограммы, это моя уже любимая история. Обязательно подписаться. Это минус 5 баллов. Гриффиндору. Ну, круто. Я давайте, думаю, что да. По названию, может, реально найдем что-то. Да, это будет супер. Тем более, думаю, креативить будет как раз те, кто стартапами в том числе занимается. Будет повод с тобой. А ты в этот закрытый кружочек нас, своего друга, где вы дымные вот эти вот кальяны, пыхаете. Нас тоже добавь. Я очень наглый ведущий, Сережа. У нас там есть разные уровни и разные Ну ты же понимаешь, что сразу нам куда-то вот финальный тир. Будем метиться туда. Как это, да, все равны, но мы равнее. Ну навстречу приглашу с удовольствием, кстати. Мы вот буквально вчера была там первая встреча наша, мы думаем, как это все правильно организовать, потому что не хватает предпринимательских сообществ в блокчейн-индустрии. Вот, а мы это с кем обсуждали? С тобой обсуждали. Да. Вот давай эту тему затронем. Классно, что ты пришел. Я уже не знал, о чем говорить, а тут ты сам сказал. Рассказывай, что, сам наведи. Слушай, ну есть, как бы, я вообще считаю, что
во-первых, я очень люблю делать разные сообщества. В институтские времена, когда первый стартап мой был, это такой сайт rnbstyle.ru назывался, сейчас его нету. Это про R&B. хип-хоп и R&B музыку. Я догадался. Да, ты умный все-таки. Вы умные все-таки. Догадался я. Вот, там было сообщество, мне было классно наблюдать, когда люди там, знаешь, общались про музыку, про вечеринки, ходили играть вместе в футбол, кто-то женился, кто-то не Очень женился. разнопланово. Разнопланово было это. Кто-то женился на футболе. В сообществах сила. Потом у меня было до Binance, и, в принципе, сейчас я возвращаюсь к этой истории, сообщество блокчейн-разработчиков, мы делали разные хакатоны, и всем дарили пользу, и это тоже очень круто. И я подумал, что среди, во-первых, много людей из России или русскоязычных делают разные классные проекты. Вот, я здесь перебью. Когда только мы в крипту в 2021 заходили изучать, все-таки к русским в криптопроектах относятся так себе. Начинаешь разбираться, каждый второй, там, русскоязычный. Даже каждый первый практически. Тот же OneInch. Нир. Были у нас. Нир. Куча ребят работает и в Binance, и в других биржах. Там, да Бутерин, ё-моё. Бутерин, Виталик. Все-таки русскоязычную уж точно. Канадец. Кстати, Канада, что-то много Канада выпустила с разных крутых чуваков. Да. Два, точно. Да. Вот вчера, кстати, встречались тоже с Владом Мартыновым, который Ethereum Foundation, и тоже обсуждали разные интересные штуки. И у меня, кстати, тоже вышло интервью какое-то время назад на канале. Ну, неважно. Ссылки в описании, вы знаете. Да. Прям будет такая простыня ссылок. Вот. И многие уезжали в эти годы отдыхать. Я вот, как уже выяснили, там на полгода отстранялся, так сказать, отдохнул немножко. И многие возвращаются. Летом люди, как ты знаешь, приезжали в Москву или в Россию, кайфовали, супер лето, все рестораны закрыты, забиты. В общем, классно на родине, и многие предприниматели, инвесторы, фонды и так далее, разработчики периодически возвращаются, ну и даже не привязываясь конкретно к Москве или к России, много ребят, которые хотели бы делиться друг с другом опытом. Я подумал, что их надо как-то объединить. Для начала я собрал такой экспертный отцов-основателей, грубо говоря, совет, куда входят ребята из HR, ребята из арта, ребята из фондов, ребята, которые делают свои проекты, ну, в общем, реально классных чуваков. Там, в частности, Антон Буков, например, с нами, который сделал OneInch, Владимир Гаргадзе, который сделал Atomize, платформу по ЦФА-активам, также является ректором МФТИ блокчейн-кафедры, да? Ректор же, да, кафедры? Или как? Ректор, в общем, ректор. Главный по блокчейну в МФТИ человек. Много-много, там, Влад Мартынов, в том числе с Глебом Костаревым, бывшим моим руководителем, другом, товарищем, возможно, партнером, да, по каким-то вопросам тоже. В общем, много классных ребят, экспертный совет. Ну и который может поделиться, наверное, с более широкой аудиторией своей экспертизой, что-то рассказать, в чем-то помочь, с кем-то познакомить там, и так далее. И вот я хочу эту историю сформировать, и вот сейчас формирую. Поэтому, ну, потому что в сообществах сила. Ну, то есть ты говоришь, что именно не хватает сообщества криптопредпринимателей. Именно. Не сигнальщиков, трейдеров. Есть трейдерское сообщество. Много всякие NFT-щики, там, NFT-шники, искусствоведы цифровые, значит, наши. Есть венчурные, да, как бы тусовки и предприниматели, которые двигаются в сторону там венчура, в том числе в блокчейне, в том числе вы, да, там представители венчурный блокчейн, да, могу же так сказать? Ну, мы как-то привязаны, мы в крипте собираем. Да, вот. Да. В том числе. А вот именно предприниматели, ребята, которые что-то хотят делать, в том числе OTC-дески там или могут быть обменники, кто занимается там арбитражные большие команды строит, кто занимается майнингом, их как будто бы не было. И мне интересно, я всегда с ними общался там один one-on-one как-то? Один к одному или один на один? Один к одному. Один на один. Да. Да-да-да, ну все, есть one-to-one, а есть one-to-many. Ну, типа, когда ты сразу на широкую аудиторию. Мы лично общались там с рядом ребят постоянно, и, кажется, у многих общие интересы, и поэтому решил это все объединить, и вот как-то у себя на канальчике, у себя в запрещенной грамме, как ты говоришь, об этом рассказываю. И... Это чатик? Слушай, ну, сейчас есть чатик экспертов. Мы хотим открыть внешнюю историю для людей через некоторое время для того, чтобы
предприниматели, которые уже что-то делают, которые, знаешь, не просто вот я стартапер и хочу, ничего не знаю, никого не умею, а уже как-то немножко состоялись, да, в этом мире, которые могут тоже пользу в это сообщество принести. Ну, либо разработчики, знаешь, работали, там, не знаю, в Binance в том же, или там, я не знаю, в OneInch, собрали свою команду, хотят куда-то двигаться, уже, знаешь, там, заработали каких-то денег, там, или собрали MVP, какое-то количество юзеров есть. Откроем для них формат взаимодействия с ними, с каждым из них пообщаемся, потому что самое важное, чтобы это не токсично было, знаешь. Самое херовое, когда всегда можно люди... забанить. Согласен. Но это в плане чатика. А сам формат я хочу сделать таким... что там, условно говоря, там раз в месяц мы делаем какой-то онлайн с классными спикерами, раз в месяц мы делаем офлайн в Москве, когда встречаемся лично, очно, что-то рассказываем, какую-то тему поднимаем, как это есть повестка этой встречи. И самое крутое, что я, кстати, для себя недавно открыл, невероятно круто, это, конечно, поездки. Есть такое сообщество «Бизнес-перевал», меня пригласили туда спикером. Там в феврале я, например, еду в Антарктиду. Блин, я тебе завидую, честно. Я сам себе завидую. Блин, это знаешь, как в песне Аллегровой или кого-то еще говорит. Я так не хочу ни в какую Антарктиду, так и не завидую вам, ребята, вообще. Это я прям... Мы поехали сейчас вот с сообществом «Бизнес-перевал», поехали во Францию. Причем, знаешь, как, в Париже многие были, кто-то по несколько раз, что там нового, Триумфальная арка, рестораны, все понятно, все красиво, музеи. Мы поехали в Нормандию, там, значит, поехали на ферму, или как на производственную площадку, которая производит кальвадос и яблочный, вот до кальвадоса, который менее... Сидр, да. Мы катались там на... Как называется это? Лодка из двух частей знаешь, как не яхта, а... Такой, типа, катамаран. Мы катались там на катамаране. В холодную погоду было очень холодно, но было так круто. На маленьких катамаранчиках, знаешь, в которых 2 человека всего помещается. Короче... Ты так вкусно, он так описывает вкусное. Там, так описывает, что не хочу никуда вообще. Нет, это прям было круто. И знаешь, там с людьми в поездках как-то ты... кто-то в хорошем, кто-то в плохом смысле роднишься и раскрываешься, и абсолютно откровенным... Ну и, в общем, возвращаясь к сообществу, вы в сообщество хотите интегрировать еще и этот формат? Этот формат, Владимир. Попробовать, да. То есть ездить в какие-то классные места, такие, что называется, нейтральные воды, там, я не знаю, в какой-нибудь Оман можно поехать, или тупо встретиться в Дубае можно, когда-то в Тбилиси какой-то интересный, или там в Грузию куда-то поехать, знаешь, куда всем более-менее легко добраться. Тем, кто уехал, тем, кто не уехал. Это платная история, естественно? Слушай, мы сейчас в раздумьях, для экспертов, которые дают пользу для чуваков и чувих, у нас есть девушки, ladies, наши крипто-лейдис в том числе, кстати, классная тоже у нас... Член нашего сообщества Дарья Баркова, которая занимается крипто-HR, блокчейн-HR и занимается еще там профайлингом стартапов. Кстати, тоже очень крутая тема. Много всего говорим, но прям не могу об этом не сказать. Очень крутая тема, когда, в общем, она пообщалась с суперэкспертами из там, спецслужб разных стран там, и так далее. Суть такая, что ты можешь загрузить видео какого-нибудь питч-дека какого-нибудь стартапера. И поехать, где он врет. И, да, составить прям полный портрет человека, где он врет, на что обратить внимание, где глубже покопать там и так далее, да, перед наши подкасты не скидываем. А у нас все откровенно. Можем найти раннее видео Сэма Альтмана и посмотреть. Может быть, еще раньше надо было им как-то его пропрофайлить. В общем, короче, разные интересные люди. Я сейчас так до сети скажу или кого-нибудь. Про платность ты сказал. Для ключевых экспертов это будет бесплатно. Но, естественно, нужно каким-то образом косты закрывать там на площадке. Зарабатывать... Для меня важно, чтобы эта история круто была организована. Вот я ходил в разные клубы. Ты зарабатывать не хочешь? Не, я зарабатывать, естественно, хочу, но мне главное, чтобы реально крутое сообщество было. То есть если оно будет там нулевое, например, да, для меня это абсолютно как бы окей. Потому что если рядом со мной будут крутые люди, эксперты, которые делают крутые проекты, и будут предприниматели, которые, знаешь, которые чего-то будут при помощи вот этой платформы или инфраструктуры что-то добиваться, я думаю, что там деньги так или иначе в любом случае придут. То же самое было с радиостанцией. На радиостанции я только тратил свое время, тратил деньги на дизайнеров, которые там афишки рисовали. Но потом это вырастало во что-то. Я не знаю, вот вы ведете подкаст, да? Прямую мы никак не монетизируем. Прямую как бы не монетизируете. Но, наверное, косвенные выгоды получали же все-таки. Тут так и делаем. Это основной источник всего, чего у нас есть.
И к вопросу, кстати, у нас есть фонд Angel Talks and Partners. Я тут рекламную интеграцию сразу решил вставить. К выходу этого подкаста неизвестно, есть ли у нас сейчас какая-то текущая сделка, поэтому внизу есть у нас ссылка на наш телеграм-канал, но, скорее всего, мы уже к этому времени выбили еще одну локацию OpenAI, вот, поэтому узнавайте, по какой текущей оценке есть у нас возможность зайти в сделку, пишите мне, пишите Сергею, пишите мне и подписывайтесь на наш телеграм-канал. И нас будет очень много криптоэнтузиастов смотреть. Ребят, мне хочется вам сказать, наверное, я после того, как вот недавно сходил на конференцию, когда вы где-то залутали, да, и у вас там лежит эти, не знаю, 100, 200, 300 тысяч долларов, которые вы сейчас размазываете на еду и думаете, куда залутать, залутайте в что-нибудь хорошее, да, не сейте все яйца, не держите все яйца в одной корзине. Несите все яйца нам. В общем, внизу все ссылки, подписывайтесь и пишите. И я вернулся снова сюда резко. Да, я рад. И все перебил, и все, собственно, закончилось. Нет, мы про поговорили. Да. Я уже напросился, я надеюсь, нас добавят, да, как экспертов. Ну, первый эшелон. Эшелон, да, это классно, люблю быть в первом эшелоне. Я думаю, можно зафиналить, на самом деле, все, что сегодня. Наша тема «Жизнь после Binance». То есть все будет, да? Жизнь после Binance будет? Слушай, будет, конечно, и будет разное. Я вот... Свято место пусто не бывает. Конечно. Ну, во-первых, эта история. Во-вторых, знаешь, интересные люди, активные люди, любознательные. Мне кажется, любознательность очень важное качество, которое позволяет предпринимателям и непредпринимателям добиваться многого в жизни. Я себя достаточно любознательным человеком считаю. Жизнь после Binance и в России, и в криптосообществах, и во всем остальном, и у меня лично продолжается, бьет ключом, крипта жива, будет жить. Поэтому только, знаешь, такие позитивные надежды, куча дел, куча встреч, от чего я гипер кайфую. Тяжело, конечно, вставать, когда возвращаешься домой в 3 часа ночи, вставать в 8 утра и опаздывать на час. Но, в общем, все равно от такого графика, знаешь, я получаю какой-то эндорфин. Может быть, я психически нездоровый человек. Все психопаты. Но просто получая от этой движухи, от того, что ты видишь, что ты что-то делаешь, с кем-то созваниваешься, а потом там, где-то довольные пользователи, где-то довольные инвесторы или довольные проекты случаются, вот от результата испытываю огромное удовольствие, буду в эту сторону двигаться. Да еще зафиналить хочется мувитон вопросом. Можно я сначала фразу скажу, которая вставит, потом будет... Давай. Я так хотел красиво подвести, ты перебил. Я хотел сказать... Мы на руинах свой новый мир построим. Да уж, не такие уж и руины-то. Да нет, не руины. Слушай, надо отдать должное, что все, что было сделано, там, это колоссальная как бы история. На таких добротных руинах не совсем... Почти на фундамент, да, на фундаменте. С зданиями классными, новыми такими высотками. Такие вот руины. Какое время, такие руины. Сереж, просто с новым названием. Никаких руин даже нет, понимаешь? Ничего даже не сломано, понимаешь? Все испортили. Такая фраза гениальная была. Мувитон вопрос. Когда был ран? Слушай, я думаю, что 24-й год будет крутым очень годом. Начало, середина, конец. У нас есть, никогда. Я не знаю, наверняка нас смотрят еще не криптоэнтузиасты. У нас есть 2 большие штуки, которые мы все ждем, которые могут эту историю спровоцировать. Апрель 24-го года — это халвинг биткоина. Для простоты и выборы президента. Для всех. В том числе. Значит, для простоты объяснения, это когда майнеры, то есть дата-центры распределенные, которые биткоин-сеть поддерживают, они начнут получать в 2 раза меньше вознаграждения. То есть добывать биткоин станет сложнее. Соответственно, можно сделать вывод экономически, вполне себе напрашиваясь, что дефицит возрастет. Да? Либо майнеры просто такие, и просто половина майнинговых мощностей. Где-то высоко в горах останется пара майнеров, подключенных к сети. А если они уйдут, которые будет легче добывать, получается, нет? Потому что как так работает? Чем меньше майнеров, тем проще добывать. Да, сложность, есть сложность майнинга, сложность добычи. Но на самом деле никто никуда не уйдет. Здесь все всерьез и надолго. Огромные мощности, огромные там... Огромные структуры, это все... Ну да. И вторая тема — это ETF. Вот, то есть, проще говоря,
в создание фонда публично торгуемого, через который можно зайти, получить exposure, то есть зайти большими в биткоин деньгами. большими деньгами на биткоин. Институционально. Точно это история. Я, по крайней мере, очень сильно верю. Не инвестиционный совет, не 100% рекомендация, но я точно верю, что я для себя точно решил и верю в то, что ETF в Америке появится. Есть в Канаде, есть в Европе. Америка сопротивляется, выкаблучивается немножко, но я думаю, что это вопрос времени. Нужно иметь в виду, что в нашем блокчейн-рынке, который, знаешь, как вот фондовый рынок просто на... минималках. Не на минималках, а наоборот, на очень большой скорости, где вот так вот все, как бы, и это нормально, могут, конечно, жирные, черные, накормленные лебеди экскрементировать как бы какие-то события. Понимаешь? С чем это может быть связано? Может быть связано там с регуляторикой, там, давлением Штатов на бирже, Европы на бирже, да, могут быть какие-то, я не знаю, юридическо-уголовные какие-то штуки, которые там потенциально могут случиться. Этого нельзя исключать. Но в целом тренд наверх. Будет в 24-м или 25-м, но точно будет. Опять-таки, вот сейчас, на момент записи, около 1 триллиона 400 миллиардов долларов вся капитализация, которая выросла там за 1,5 месяца там, на 30-40%, да, ну, все равно крошечная по сравнению с тем, что это может быть. Ну, вот очень простые как бы доводы, которые там я из года в год повторяю, и в целом актив там за последние там 10 лет, вообще вся индустрия за 5 лет показала феноменальную как бы, да, доходность, давай так, за 7-10 лет, да, по сравнению с другими всеми активами, которые существуют. И себя, мне кажется, до конца не исчерпала. Технологических идей много, энтузиастов много, регуляторика так или иначе выкобенивается, но движется в сторону все-таки регулирования, открытие дверей банкам и всего остального. Поэтому я думаю, что 24-й будет очень интересный, надо быть осторожным, продолжать быть осторожным с этой штукой, потому что, да, чем выше апсайд, тем глубже даунсайд, да, так сказать. И, в общем, аккуратнее будьте, все будет. Все будет хорошо. Да. Че, на этой позитивной ноте? На этой позитивной ноте спасибо, что пришел к нам. В 3-й раз ждем в 4-й, в 5-й. Уже с новыми продуктами. Вам спасибо. Подписывайтесь на канал, участвуйте в конкурсе, ставьте лайки, заходите нам в сделки, подписывайтесь на канал. Это все. Спасибо всем. Пока. Пока.